Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для пуловера. Узор простой, несложный, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 3 петли. Для примера мы наберем 12 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Набрали. Это лицевая сторона воздушной цепочки, а это изнаночная. Для новичков. Теперь держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. Они нам заменят столбик с накидом. В ту петлю, которую держали, в четвертую, мы провязываем столбик с накидом 1. Заходим в следующую петлю и провязываем столбик с накидом. Следующую петлю стараемся, чтобы у нас на крючке было 2 нитки. Тогда у нас будет ровный край. И так мы провязываем до конца ряда в каждую петлю. У нас край получается красивый, ровный, столбиками с накидом. Ряд у нас. Вот таким образом мы провязали 8, 9, 10, 11, 12. Начало второго ряда 3 воздушные петли. Держим, переворачиваем работу, держим петельку и набираем еще 3 воздушные петли. По рисунку это у нас для элемента. Возвращаемся в третью петлю и вывязываем столбик с накидом 1. Провязали. Теперь возвращаемся в первый столбик в основании воздушной цепочки, вот сюда, и провязываем столбик с накидом 1. И у нас получился такой элемент второго ряда. Теперь пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий, провязываем столбик с накидом 1. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли, провязываем столбик с накидом 1. Еще раз возвращаемся в третий столбик, который мы пропустили в предыдущего ряда, и провязываем столбик с накидом 1. Мы с вами связали второй элемент. Пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий, провязываем столбик с накидом 1. 3 воздушные петли. Возвращаемся назад в то место, где у нас соединяются 2 петли, провязываем столбик с накидом 1. Следующий шаг, мы возвращаемся в столбик, который у нас был провязан в третий столбик в предыдущем ряду, и провязываем столбик с накидом 1. Мы с вами связали третий элемент. Пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий и провязываем столбик с накидом 1. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли, провязываем столбик с накидом и возвращаемся в основание, в
в третий столбик предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом 1. В конце ряда в третью петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. И теперь мы здесь работаем только с арочками. В каждую арочку мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Заходим в следующий элемент в арочку под первую нить. Не под 2, а под первую нить. И провязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. Заходим в следующий элемент под первую нить, первую арочку. Вторую не трогаем. Провязываем 2, 3 столбика с накидом в одну арочку. Заходим в следующий элемент под первую арочку и провязываем 3 столбика с накидом. Мы с вами связали третий ряд. Начало четвертого ряда 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Набираем 3 воздушные петли. Заходим в третью петлю назад и провязываем столбик с накидом 1. Возвращаемся назад в первый столбик и провязываем столбик с накидом 1. Мы с вами связали первый элемент четвертого ряда. Теперь мы заходим в следующий элемент, в первый столбик предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом 1. 3 воздушные. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли. Провязываем столбик с накидом 1. Возвращаемся в первый столбик из группы из 3 столбиков и провязываем столбик с накидом 1. Мы с вами связали второй элемент. Теперь заходим в следующий элемент, в первый столбик и провязываем столбик с накидом 1. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где мы провязали 3 воздушные петли, в то место, где соединяются 2 петли, и провязываем столбик с накидом. Возвращаемся назад в первый столбик и провязываем столбик с накидом 1. Запуталась ниточка. Провязали. Теперь переходим в следующий элемент и провязываем столбик с накидом 1. 3 воздушные петли. Возвращаемся назад в то место, где у нас соединяются 2 петли, и провязываем столбик с накидом 1. Возвращаемся в первый столбик в группе из 3 столбиков и вывязываем столбик с накидом 1. В конце ряда в третью петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали четвертый ряд. Начало пятого ряда 3 воздушные петли. Переворачиваем работу и провязываем пятый ряд как третий. Мы заходим в первую арочку под первую нить и провязываем 3 столбика с накидом. Провязали в одну арочку. Теперь
Мы заходим в следующую арочку и провязываем 3 столбика с накидом из одной арочки. Провязали. Заходим в следующую арочку и провязываем 3 столбика с накидом. Провязали. У нас мы в первую арочку провязываем, а вторая у нас остается не провязанная. Заходим в следующий элемент, в первую, под первую нить, и провязываем 3 столбика с накидом из одной точки. Мы с вами связали 5-й ряд. Начало 6-го ряда будет по схеме 2. 3 воздушные петли, переворачиваем работу, держим петельку и набираем 3 воздушные петли. В первую петлю из 3 мы провязываем столбик с накидом, возвращаемся в основание и провязываем столбик с накидом 1. У нас получился такой красивый элемент. Заходим в первый столбик, провязываем столбик с накидом, 3 воздушные, возвращаемся назад, где у нас встречаются 2 петли, вывязываем столбик с накидом 1. Теперь возвращаемся в первый столбик, в элемент из 3 столбиков предыдущего ряда, и провязываем столбик с накидом. Заходим в следующий элемент и вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные, возвращаемся назад, провязываем столбик с накидом и еще один раз возвращаемся назад в первый столбик предыдущего ряда. Мы провязали еще один элемент. И в последний элемент предыдущего ряда, в первый столбик заходим, провязываем столбик с накидом, 3 воздушные, возвращаемся в то место, где у нас встречаются 2 петли, провязываем столбик с накидом, возвращаемся назад в первый столбик, в элемент предыдущего ряда. Мы связали еще один элемент. В конце ряда, в 3-ю петлю подъема, мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали 6-й ряд. Следующий ряд, 7-й, 3 воздушные петли подъема, и повторяем все то же самое, что мы делали в начале. Мы переворачиваем работу, заходим в первую арочку и провязываем 3 столбика с накидом из одной точки. Это у нас изнанка, ее можно определить по низу, изнанка, а это лицевая сторона изделия. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модели, которую можно связать таким узором, я оставлю в ссылке под видео. А всем пока-пока.